Представьте себе, что вы садитесь на борт рейса, пристегиваете ремень безопасности и слышите звук двигателей, когда взлетаете в чистое небо. Минуты превращаются в часы, и как только вы достигаете нужной высоты, происходит что-то необъяснимо. Навигационные приборы сбиваются, например, и перестают работать. Невиданный ранее туман разворачивает самолет. И вы, и ваш самолет исчезаете где-то в эфире. Но где и как именно это происходит? Истории, как эти, не просто плод научной фантастики. Десятилетиями поступают сообщения о пропавших самолетах, от которых потом нет ни следа. От Бермудского треугольника до Драконового треугольника возле Японии в определенных местах на земном шаре, кажется, существуют энергетические потоки, которые поглощают самолеты и корабли бесследно. Неужели эти странные исчезновения просто несчастные случаи, результат человеческой ошибки или механической поломки, или что-то более загадочное в этом пазле? Что происходит с этими исчезнувшими летательными аппаратами? Возможно ли, что все эти полеты не исчезли, а просто перенеслись в другую параллельную реальность или другую временную линию? Или, как утверждают некоторые, их похитили представители других цивилизаций? Ответы будем искать вместе в новом эпизоде «Скрытая реальность». Добро пожаловать! Существует много теорий, каждая более интригующая, чем предыдущей. Некоторые спекулируют, что эти мистические места, где происходят исчезновения, на самом деле являются порталами в другие измерения, червоточинами в самой ткани пространства-времени. Другие предполагают вмешательство инопланетян, утверждая, что они ответственны за похищение этих рейсов с целями, о которых мы можем только догадываться. Есть и такие, кто верит, что древняя скрытая технология, возможно, остатки давно исчезнувших цивилизаций, вызывает эти загадочные аномалии. Наверняка вы все слышали о печально известном Бермудском треугольнике, регионе в западной части Северной Атлантики, который охватывает территорию между Майами, Флорида, Бермудой и Пуэрто-Рико и известен загадочными исчезновениями многих самолетов и кораблей. Миф о Бермудском треугольнике начинается 5 декабря 1945 года, когда группа из 5 самолетов исчезает загадочно. Случай известен как исчезновение рейса 19. Рейс 19 — это рутинная тренировочная миссия 5 торпедоносцев. Avenger. Двухместный Avenger на свое время был лучшим бомбардировщиком кораблей и подводных лодок ВМС США, так как мог нести до 900 килограммов боеприпасов и имел дальность хода в 1600 километров. То есть Avenger прочный и надежный. Тренировочная миссия должна была быть простой, а группу возглавлял опытный пилот-лейтенант Чарльз Тейлор. Злополучный полет 19 покинул Форт Лодердейл в 14 часов 10 минут ясным зимним днем. Однако все принимает мистический оборот через несколько часов после их отлета. Пилоты сообщают о дезориентации, утверждая, что оба компаса работают неправильно, а пейзаж внизу выглядит странным и неузнаваемым. Что-то не так. Даже океан выглядит иначе, говорит один из членов экипажа. Через несколько часов после взлета 5 самолетов исчезают в воздухе. Быстро начались поисково-спасательные операции. Почти сразу после последней известной связи с рейсом 19 спасательный самолет ВМС вылетает в темное небо.
20 минут спустя, в 19 часов 47 минут исчезает и спасательный самолет. Несмотря на обширные поиски, в которых участвовали множество кораблей и самолетов, обломков или тел не обнаружено. Исчезновение рейса 19 остается неразгаданной тайной и вдохновляет бесчисленные теории и предположения на протяжении многих лет, начиная от ошибки в управлении самолетами до вмешательства инопланетян. Некоторые предполагают, что самолеты были поглощены энергетическими вихрями, перенесены в другое измерение или даже похищены. Другие предполагают, что в Бермудском треугольнике могут быть аномальные магнитные поля, которые мешают навигационным инструментам самолетов. 3 года спустя пассажирский самолет, летевший в Майами из Пуэрто-Рико, исчез точно в том же районе. На борту было 29 пассажиров. Погода оставалась ясной на протяжении всего полета, но эксперты считают, что когда самолет находился примерно на 80 километров от берегов Майами, его, вероятно, застал сильный ветер, который отклонил его от курса. В следующем месяце, в январе 1948 года, еще один самолет вместе с 25 пассажирами и 6 членами экипажа исчезает где-то между Азорскими и Бермудскими островами. А этот случай, как и многие другие, до сих пор остаются неразгаданными. Но почему? Исчезают так бесследно. Что именно может вызывать эти аномалии в Бермудском треугольнике? С 1492 года, когда Колумб впервые отплыл в этот район и увидел странные огни в небе, список необъяснимых исчезновений в Бермудском треугольнике увеличивается. Тысячи кораблей и самолетов просто исчезли. Без предупреждения, без сигналов о помощи, без следа. Ричард Уинер, автор нескольких бестселлеров об этих странных исчезновениях, говорит: «Мы не знаем нашу собственную планету, мы знаем больше о Луне. Вероятно, мы узнаем больше о Марсе, чем знаем о нашей планете. Мы знаем о Земле, но мы не знаем о море». Он рассказывает, что остров Ки-Уэст полон историй о людях, которые пропали именно в треугольнике. Истории о гигантских морских чудовищах, космических искажениях времени, вращающихся компасах и дырах в океане, поглощающих корабли. А исчезновения продолжаются. Там происходит какая-то аномалия, которую мы не можем объяснить. Что-то, что происходит глубоко, далеко под последними лучами солнечного света. Одна из более захватывающих теорий о загадочных исчезновениях в Бермудском треугольнике – это идея, что они могут быть вызваны древней реликвией, возможно, кристаллом или видом энергетического портала, оставленным исчезнувшей цивилизацией Атлантиды. Мы знаем, что Атлантида была чрезвычайно высокоразвитой цивилизацией, обладающей технологиями, значительно превосходящими то, что мы можем представить сегодня. На технологическом аспекте они хотят с помощью технологий и порталов контролировать всю Землю, а также время. Между 15 тысячами и 12 тысячами лет до нашей эры атланты владели всеми землями и порталами Земли. Именно на этот период приходится датировка большей части построек и особенно пирамид, которые мы знаем, которые атланты использовали, чтобы получать информацию сверху, как известно, общаться друг с другом, но также общаться с несколькими различными инопланетными расами. Одна из больших угроз для Атлантиды исходила прямо сверху. Внеземные расы из Галактического Совета смотрели на людей на Земле по-разному. Некоторые верили, что люди станут объединяющей силой для большинства внеземных цивилизаций, но другие воспринимали нас просто как средство для экспериментов. Тем временем, все больше и больше существ из разных звездных систем пытались исследовать Землю, а одна из групп хотела захватить технологии для контроля порталов.
В конечном счете, баланс смещается к технологическому развитию. Совсем простая причина, потому что их коллективный выбор был таким. Интерес к научным достижениям постепенно вытесняет сострадательные отношения, распределение ресурсов и гармонию с природой, которые характеризовали жизнь как в Лемурии, так и в Атлантиде на протяжении десятков тысяч лет. Постепенно начинает развиваться классовое общество, в котором знающие были чрезвычайно могущественными, однако не всегда на пользу человечеству. Это делает их уязвимыми к темным инопланетным влияниям драконов и марсианцев, которые пользуются этим и начинают их манипулировать. Происходит разделение: дети света и те, которые относятся к темноту. Темные ведут войны с другими цивилизациями. Светлые осознают, что конец Атлантиды приближается, и начинают постепенно перемещаться к колониям и готовить земли для заселения. Лемурия оказалась в центре эпического столкновения с древней империей Атлантиды, которая оставила неизгладимый след в нашем современном мире и даже повлияла на то, как мы живем сегодня. Атлантида или Хефестион и Му или Йомион были в противоречии, потому что представляли двойственность внешнего и внутреннего мира, а войну, которую вели, даже можно рассматривать в переносном смысле как войну, которую мы сами ведем каждый день с собой. Стоит ли слушать внутреннее или следовать внешнему? Стоит ли прислушиваться к своей интуиции и открывать себя, заглядывая внутрь через медитацию или другие подобные практики? Или познавать себя, исследуя окружающую нас среду? На самом деле, ответ заключается в том, чтобы принять оба, которые постоянно дополняют друг друга в одно целое. Две цивилизации просто имели разные точки зрения. Цивилизация Йомиом была цивилизацией, которая действовала через мать или через женскую энергию, символом которой является вода. Сама цивилизация крайне сильно фокусировалась на одной крайности, на духовном, и полностью изолировала материальное. И была разрушена точно от своей полярности, в данном случае вулканические извержения, огонь, который символизирует мужскую энергию. Атлантида же немного позже. Цивилизация, которая больше полагалась на интеллект, на логику, на контроль над материальным миром, на создание новых технологических изобретений, которые выполняли работу вместо их сознания, больше сосредоточились на другой крайности, на материальном, и понемногу начали оставлять духовное в себе. Они, как мы все хорошо знаем, были уничтожены иронично. От их полярности, или вода, от одного большого потопа. Многие исследователи древности предполагают, что атланты использовали силу мощных энергетических кристаллов, которые могут манипулировать магнитными полями, контролировать погоду и даже открывать межмерные порталы. В действительности сам Эдгар Кейси, известный своими сотнями предсказаний, рассказывает именно о том, как атланты генерировали энергию с помощью кристаллов. Что если внизу, под водой, скрывается какой-то кристалл, оставшийся активным после затопления Атлантиды, который улавливает солнечные лучи и передает энергию в момент, когда над ним проходит очередное транспортное средство? Может ли это дать какое-то объяснение хаотичному поведению компасов, внезапным бурям, необъяснимому исчезновению кораблей, самолетов в Бермудском треугольнике? Может ли быть, что Рейс-19 по неосторожности вошел в пространство древней энергетической сети, которая влияет на навигационные приборы? Многие верят, что для того, чтобы легко переходить в другие измерения, а также для общения с продвинутыми инопланетными расами, атланты имели способности активировать энергетические порталы в различных точках Земли, создавая энергетическую сеть. Если вы помните, в эпизодах об Атлантиде мы рассказали, что в один период своего развития атланты разделились на две группы – Дети Света и Дети Белила, как их описывает Эдгар Кейси. Темные
в кавычках хотели захватить контроль над всей Землей и для этого начали активировать искусственно созданные вортексы или Меркаба, которые, однако, они сами не могли контролировать, что в какой-то момент привело к катастрофическим событиям, положившим конец Атлантиде. В книге «Древняя тайна цветка жизни» автор Друнвала Мельхиседек рассказывает, что самая большая попытка детей Велиала захватить всю власть над землей проходила рядом с одним из Атлантических островов. Заметьте, где-то в районе, который сегодня мы называем Бермудский треугольник. А причина аномалий, происходящих там, это сооружение, оставшееся с тех времен, которое до сих пор активно. Так ли это? Недавно мы говорили о энергетических порталах, червоточинах и путешествиях между пространствами. И поэтому сейчас не может не возникнуть вопрос, возможно ли где-то в территории Бермудского треугольника существует такой портал. И что, если самолеты, попадающие туда, не исчезают, а просто переходят в другое время-пространство? Может ли Бермудский треугольник быть порталом в другое пространство и время? И говоря о пропавших рейсах, есть ли в Бермудском треугольнике такие, которые все же прошли оттуда и выжили? Пилот по имени Брюс Гернан подтверждает: «Я не верил в путешествие во времени или телепортацию, пока это не произошло со мной», говорит Гернан, который в 2017 году опубликовал книгу, в которой документирует свой опыт. На первый взгляд, в типичный день 4 декабря 1978 года Брюс Гернан пилотирует самолет Бичкрафт Бонанза в сопровождении отца и бизнес-партнера. Отправляясь с острова Андрос на Багамах, они направляются к Флориде, следуя курсу, который ведет их прямо в Бермудский треугольник, где при необъяснимых обстоятельствах исчезли более 2000 кораблей и 200 самолетов. Брус уже летал по этому маршруту бесчисленное количество раз, всегда с гладким опытом. Все нормально. Этот день, однако, включал что угодно, но не рутинное переживание, не что-то, что можно определить как нормально. Когда самолет поднимается на высоту в 1000 футов, Брус замечает перед собой аномальное образование, напоминающее облако. Но это было не обычное облако, оно увеличивалось в размерах не только потому, что самолет приближался к нему, но как будто расширялось само по себе. Без возможности обойти его, Брус проходит через загадочное облако и выходит с другой стороны, по-видимому, невредимым. Мы не знаем, но это очень любопытный пример путешествия во времени. Но странности только начинаются. При достижении 11500 футов появляется еще один подобный необычный облак, слишком массивный, чтобы его обойти. Смешивая трепет и решительность, Брус направляет самолет прямо в облако, и мгновенно обстановка меняется. Он описывает, что небо стало темным, как в полночь, без какого-либо солнечного света. Затем необъяснимо белые молнии освещают тьму, излучая эфирное сияние, которое не было похоже ни на молнию, ни на другой естественный свет. Сжимая нервно контрольную кнопку, Брюс осознает, что находится в том же цилиндрическом облаке, через которое он прошел ранее. Он как-то расширился в туннель шириной примерно 1,5 километра, не видно конца. Держа курс, стены кажущегося туннеля начали смыкаться, сужаясь как потусторонняя воронка. Одновременно с этим навигационные приборы в пилотской кабине выходят из строя. Компас вращался быстро против часовой стрелки, в то время как все электронные показания мигали хаотично, словно самолетом управляло что-то другое или он двигался в каком-то странном течении. Несмотря на отчаянные усилия Брюса взять управление под контроль, самолет, казалось, оказался в ловушке невидимого и магнитного потока. Точно, когда казалось, что время истекает и туннель закрывается, в его конце появилась искра света. Брус успел маневрировать через сужающийся вортекс в момент, когда они из него вышли. Пассажиры пережили 5 сюрреалистичных секунд на невесомости, прежде чем оказаться окутанными мягким серым туманом.
В состоянии полного замешательства и сомнения в том, что именно произошло, Брус связался по радио с наземным контролем, чтобы определить свое местоположение. К всеобщему удивлению, диспетчер сообщил, что они уже находятся в воздушном пространстве Майами. Путешествие, которое при нормальных обстоятельствах должно было занять около 90 минут. Однако им удалось прибыть всего за 47. Итак, что же произошло на этом рейсе? Как только они приземлились, Брус проверил оставшееся топливо и свои часы, только чтобы еще больше запутаться. Самолет не израсходовал обычно необходимое количество топлива для такого стандартного полета, а вероятность ошибки была минимальной. Все же Брюс был очень опытным пилотом. К началу 20-х годов у него уже было 600 часов полета за плечами, и он достаточно хорошо знал это воздушное пространство, в котором летал бесчисленное количество раз. Все имеющиеся доказательства, похоже, указывают на то, что самолет Брюса просто перескочил почти половину всего расстояния. В последующие годы Брус ищет ответы у экспертов и пишет книгу, в которой предполагает, что электрический туман с его странными вспышками ответственен за феномен. Однако другие выдвигают гипотезу, что темная энергия ответственна за этот случай. Эта энергия могла исказить пространство-время как черная дыра, образующая этот странный туннель. Брюс случайно попал туда, но ему повезло выбраться, чтобы позже рассказать о случившемся. Брайт: я работал каждый день, чтобы запомнить, что произошло. Значит, я знал, что, было что-то важное, может быть, что-то произошло, так что я не хотел это забыть. По сей день нет истинного ответа. Как Брус смог преодолеть это расстояние за столь короткое время, но некоторые детали все же могут быть объяснены. Архивные записи показывают, что в этот день было зарегистрировано 84 солнечных пятна, а также огромный солнечный ветер, движущийся со скоростью почти 700 км в секунду. За секунду. Это вызвало бы возмущение в магнитосфере Земли, которые могли бы повредить инструменты и радары самолета. Так что версия Бруса, что он был в особый вид тумана, может быть, является правдой, как и пространные облака. На самом деле, это довольно обычные и часто встречающиеся вещи в этой области. Там постоянно сталкиваются зоны с низким и высоким давлением. Результат — грозовые облака. Но различие в том, что до сих пор никто не смог объяснить, как самолет так быстро добрался до Майами. Возможно, он действительно попал в нечто вроде кротовой норы, чтобы быстрее перемещаться в пространстве. Но если случай с Брусом Кернаном заканчивается благополучно и все выживают, несмотря на то, что они, скорее всего, прошли через временной портал, то следующий полет не имеет такой участи. История рейса 513 стала известной после того, как в ноябре 1989 года репортер Ирвин Фишер в таблоиде «Еженедельные мировые новости» написал доклад, в котором утверждается, что самолет бесследно исчез, а затем появился снова через 35 лет. 4 сентября 1954 года самолет должен был вылететь из Германии и прибыть в Чили всего через несколько часов. На борту находилось 88 пассажиров и 4 членов экипажа. Это был стандартный рейс, и перед вылетом не произошло ничего необычного. На борту не было груза, который мог бы вызвать беспокойство, а погода была ясной. Так случай был закрыт, но не полностью. Но всего через несколько часов после взлета самолет бесследно исчез с радаров. В этот момент он летел над Атлантическим океаном, поэтому первая версия была, что в результате какой-то неисправности на борту он упал в океан. Однако не было ни одного экстренного звонка от пилотов, ни сигналов о помощи. Странно, правда? Все 92 человека на борту самолета были объявлены мертвыми.
35 лет спустя, 12 октября 1989 года, в порту Алегри, Бразилия, на радаре диспетчерской службы появляется неопознанный самолет. Предпринимаются несколько попыток связаться с пилотом этого странного самолета, но без ответа не последовало. Самолет облетел аэропорт несколько раз, прежде чем приземлиться. После того, как увидели, что экипаж судна никак не реагировал, аэропорт отправил сотрудников, чтобы осмотреть самолет, прежде чем дать разрешение пассажирам выйти. Однако здесь начинается странное. Первое, что удивило сотрудников аэропорта, была надпись на борту самолета Santiago Airlines. Эта компания была закрыта еще в 1956 году. Номер рейса был 513, а самолет выглядел как новенький. Сериалы «Остаться в живых» и «Манифест» довольно хорошо показывают эту ситуацию, и можем уже увидеть, откуда взяты идеи. Служба безопасности решила открыть двери самолета и провести инспекцию внутри, но то, что они обнаружили внутри, привело всех в ступор. В самолете было 88 человеческих скелетов, которые сидели на пассажирских сиденьях. Скелеты были и в пилотской кабине. Что интересно, пилоты все еще крепко держали штурвал. Говорят, что дело было засекречено, и поэтому о нем мало информации. Действительно ли в 1989 году в порту Алегри приземлился самолет со скелетами, который отсутствовал целых 35 лет? Можем только догадываться. Но если это действительно так, то что произошло с рейсом 513 за все эти годы? Что он был в неизвестности? На самом деле, Бермудский треугольник не единственное место, которое славится такими аномалиями. В 1968 году британский биолог и автор Айвен Сандерсон вводит концепцию 12 зловещих вортексов. По его мнению, это зоны на поверхности Земли, которые имеют естественные аномалии из-за того, что природные электромагнитные поля планеты сильнее в этих частях, чем где-либо еще в мире. Он теоретизирует, что эти вортексы равномерно распределены по тропику Рака, тропику Козерога, а также на северном и южном полюсах. Таким образом, они образуют геометрическую фигуру, известную как икосаэдр. Икосаэдр – это фигура, представляющая собой многогранник. Поли означает множество, а хедрон означает грани, состоящие из 20 плоских граней. Кроме Бермудского треугольника, некоторые другие такие места с электромагнитными аномалиями – это Мохенджо-Даро, Дьявольское море, также известное как Драконий треугольник, у берегов Японии, Хамакулия, Гавайи, мегалитические руины Алжира, Южноатлантическая аномалия, мегалиты Зимбабве, Уортон-Бейсин, Хибридская впадина, острова Фиджи и остров Пасхи. Возможно ли, что исчезнувший 2014 года рейс MA370 авиалиний Малайзии попал в такой участок? Исчезновение рейса MH370 малайзийских авиалиний в 2014 году является одной из самых стойких загадок в истории авиации. Самолет Boeing 777 исчез с радаров во время рейса из Куала-Лумпур, Малайзия, в Пекин, Китай с 239 людьми на борту. Несмотря на обширные усилия по поиску, не найдено убедительных доказательств, которые бы объяснили, что случилось с самолетом. Официальные лица говорят, что транспондер самолета был отключен над Южно-Китайским морем либо пилотом, либо вторым пилотом. Тем не менее, военный радар его отследил, и, согласно данным, он внезапно отклонился от маршрута, покинул северо-восточное направление и направился на запад, к Малакскому полуострову. В январе 2017 года Малайзия, Китай и Австралия прекратили двухлетние подводные поиски в южной части Индонезии.
Индийского океана после того, как не нашли абсолютно никаких следов от самолета. Что могло произойти с рейсом MA470, учитывая, что мы знаем, что ничего не исчезает просто так во Вселенной? Среди множества теорий, появившихся с целью объяснить исчезновение рейса, есть и возможность, что сам самолет был похищен другой цивилизацией. В июне 2014 года в интернете появляется видео, которое быстро набирает популярность, поскольку утверждается, что оно доказывает телепортацию MA470. На видео видны 3 мистические точки, которые кружат вокруг самолета, прежде чем он как будто проходит через какой-то портал и исчезает в воздухе. Вещи становятся более интересными, так как другое спутниковое видео того же времени в мае 2014 года показывает тот же инцидент с другой точки зрения. Некоторые отвергают эти видео как подделки и исключают возможность вмешательства инопланетян в исчезновение рейса. Но почему это невозможно? Ведь существует так много заснятых видео, фотографий летающих тарелок, объектов, кружащих в небе, а также истории о встречах с ними. Мой призыв заключается в том, чтобы исследовать многое, не доверять слепо, но и не сомневаться слепо. Разрешим ли мы когда-нибудь тайну исчезающих рейсов, или они останутся загадочной главой в истории необъяснимых явлений? Если предыдущие кадры из видео аутентичны и действительно показывают вмешательство неопознанных летающих объектов в исчезновение MA470, возможно ли, что это случай и с многими другими загадочными исчезновениями самолетов за эти годы? И если это так, почему это происходит? Оставляем каждому решать самому за себя и делать необходимые выводы так, как считает нужным. Поклоны и спасибо, что были снова с нами в еще одном эпизоде «Скрытой реальности». Для меня и всех вокруг меня это огромное удовольствие. Да идти по этим тропинкам вместе, исследовать и открывать новые точки зрения, новая информация, которая дополняет то, что известно на данный момент, и таким образом развиваться вместе. Предлагайте темы для рассмотрения в следующих эпизодах в комментариях ниже. Подписывайтесь, если вам хочется, делитесь этим клипом, если у вас есть желание, и берегите себя. Умы! Желаю вам хорошего дня и приятного вечера. До скорой встречи!